Дорогие друзья, приветствую вас на канале Разумная медицина, доктор Евдокименко. И сегодня я хочу поговорить с вами о состоянии постоянной усталости, хронической разбитости, когда вы уже просыпаетесь с утра почти без сил или очень быстро теряете силы в течение дня. Все это часто называют термином синдром хронической усталости. И к этому состоянию у некоторых людей еще иногда добавляется постоянная сонливость или дневная сонливость, при том, что ночной сон как раз-таки может быть нарушен. От чего возникает такое состояние постоянного упадка сил, разбитости, хронической усталости, иногда сонливости. Сейчас расскажу, но сначала хочу предупредить. В этом видео не будет простого ответа, вроде того, выпейте вот одно это лекарство и вам сразу от всего этого поможет. Нет, к сожалению, тема в чем-то сложна, и нам придется разбирать достаточно подробно. Но при всей сложности и неоднозначности темы я постараюсь ее максимально упростить и разложить, что называется, по полочкам. Итак, первое. Поскольку сейчас идет особая мода на витамин D, то в интернете очень часто можно прочитать или услышать, что причиной хронической усталости является как раз нехватка пресловутого витамина D. И в самом деле у людей, живущих вне солнечном климате или редко выходящих на улицу на солнце, состояние вечной разбитости и постоянной усталости может возникать из-за нехватки витамина D в организме. И в принципе я не вижу никаких проблем, если вы пропьете этот витамин зимой или весной коротким курсом, например, 1-2 месяца. Однако, как мы говорили в программе «Опасные витамины», витамином D нельзя злоупотреблять. Не нужно принимать его слишком долго или в избыточных дозах, иначе можно заработать очень большие проблемы со здоровьем. Тем более, что нехватка витамина D отнюдь не единственная и даже не самая частая причина упадка сил, постоянной усталости или, скажем, сонливости. Нередко к потере сил, усталости и постоянной сонливости приводят скрытые хронические заболевания. В первую очередь такие, как сахарный диабет или преддиабет, гипотиреоз и некоторые другие болезни щитовидной железы, анемия, пониженный гемоглобин, болезни печени, болезни почек. Об этом, кстати, мы рассказывали в одной из наших программ, что болезни почек часто дают такие неприятные симптомы, как постоянная усталость. И об этом мало кто знает. Некоторые другие болезни тоже могут приводить к состоянию постоянной усталости или сонливости. Но все-таки вот эти перечисленные заболевания приводят к этому состоянию чаще остальных. Поэтому, прежде чем проводить хоть какое-то лечение, желательно сдать анализы крови. Нужно посмотреть такие показатели, как ТТГ, Т3 и Т4, гемоглобин, креатинин и мочевина, АЛТ, АСТ, билирубин. И такой показатель, как СОЭ. При любом значительном отклонении этих показателей от нормы нужно обращаться к врачам. И сначала проводить дообследование организма. И только потом лечить то основное заболевание, которое вызвало неприятные симптомы вроде хронической усталости или сонливости. Потому что если не вылечить основную болезнь, вряд ли постоянная усталость или хроническая сонливость куда-то денутся. Но предположим, все анализы у вас хорошие, хронических болезней не найдено, а сил нет совсем. Какие еще могут быть причины? И что вообще нужно делать? Очень часто к хронической усталости или постоянной сонливости приводит нехватка витамина В12. Например, у вегетарианцев или у пожилых людей. Либо у тех, кто слишком долго принимает метформин при диабете. Либо некоторые антоцидные препараты от изжоги. В принципе, на витамин В12 тоже можно сдать анализ крови. Либо просто можно попить витамины группы В и потом посмотреть по своему самочувствию, как у вас реагирует организм. Потому что особого вреда от такого приема витаминов я не вижу, но при условии, конечно, что у вас на них нет аллергии. Далее. Очень часто причиной падения сил и постоянной сонливости может быть прием определенных препаратов. Особенно в том случае, если человек принимает эти препараты на протяжении длительного времени. Какие это могут быть препараты? Да самые разные. Например, некоторые препараты для снижения давления или для снижения холестерина. Многие мочегонные. Целый ряд антидепрессантов. Вообще список препаратов, которые могут вызывать постоянную усталость или сонливость, достаточно большой. Поэтому в очередной раз приходится повторить. Если у вас появилась какая-то проблема со здоровьем,
а в данном случае это постоянная усталость или сонливость. Проверьте инструкции тех препаратов, которые вы принимаете ежедневно на протяжении длительного времени. И если эти лекарства так плохо на вас влияют, то, скорее всего, их нужно будет либо отменить вовсе, либо поменять на какие-то другие препараты, которые не будут давать таких побочных эффектов. Ну и теперь переходим к главному. Чаще всего, подчеркиваю, чаще всего, но не всегда, синдром хронической усталости – это синдром, который возникает из-за неестественного с точки зрения нашего организма образа жизни и питания. Какие факторы тут имеют важное значение? Первое, по питанию. Едим мы сейчас бог знает что. И самое главное, мы сейчас гораздо больше, чем 150-200 лет назад, едим различных сладостей, сахара и углеводов. Так вот, мало кто знает, что потребление избыточного количества сахара, сладостей и простых углеводов очень часто приводит к состоянию постоянной усталости или сонливости в течение дня. Дело в том, что все эти сладости, сахар и простые углеводы очень быстро повышают уровень глюкозы в крови. Это, в свою очередь, приводит к выработке большого количества инсулина, который помогает клеткам, упрощенно говоря, быстрее утилизировать сахар. И вот эти качели, резкий подъем уровня сахара и его резкое падение, часто вызывают состояние постоянной усталости, упадка сил или дневной сонливости. Поэтому, если вы страдаете от таких неприятных симптомов, нужно обязательно сокращать в своем рационе количество сладостей, сахара и простых углеводов. И обязательно нужно вводить в рацион белок. Да, и на обезжиренной диете тоже не нужно сидеть, мы об этом не раз говорили в наших программах. Подсказка. Если постоянное отсутствие сил или сонливость вас достали, попробуйте начинать свое утро с белкового завтрака. Исключите этим утром сахар, сладости, простые углеводы в виде каш. Сделайте себе омлет или яичницу, максимум с кусочком черного хлеба. Продержитесь так хотя бы 3-4 дня и посмотрите, изменится ли ваше состояние. Возможно, что даже после такого простого совета организм вознаградит вас некоторым приливом сил. Еще один важный фактор. Мы все заточены природой на движение. Поэтому тех, кто много двигается, кто работает физически, порой работает тяжело, у них бывает усталость от работы, но за редким исключением не бывает постоянного обессиливания. И даже если от усталости силы такого человека покинули, то стоит ему какое-то время отдохнуть, и в большинстве случаев силы снова восстанавливаются. И наоборот, если человек двигается очень мало, если он целый день сидит в офисе или не выходит из дома, то порой он очень быстро начинает терять силы, даже при том, что физически он, казалось бы, совсем не устал. И возникает некий порочный круг. Чем меньше двигаешься, тем меньше сил. А чем меньше сил, тем меньше хочется двигаться. И здесь нет другого выхода, кроме того, что нужно, как барон Мюнхгаузен, каким-то образом вытаскивать себя из этой ситуации за волосы. Как минимум нужно начинать гулять, хотя бы понемножку. Нужно делать какие-то упражнения. В общем, надо заставлять себя двигаться. И вот тогда вечная усталость или постоянная сонливость начнут постепенно уходить. Даже в том случае, если вы начинаете с каких-то минимальных нагрузок. Следующее. Конечно, на наше состояние очень влияет сон. Если сна организму не хватает, то силы быстро уходят. Поэтому нужно стараться высыпаться. Если у вас бессонница, то, соответственно, нужно лечить бессонницу. Об этом у нас на канале есть отдельная программа. И нужно отрегулировать свой режим, так, чтобы на сон отводить не меньше 7-8 часов. И чтобы не ложиться спать слишком поздно, скажем, в 3-4 часа ночи. Если вы ложитесь спать слишком поздно, это приводит к нарушению выработки определенных гормонов. И да, к хронической усталости. Поэтому старайтесь все-таки ложиться по возможности не позже часа ночи. Да, и хочу сказать для тех людей, которые любят поспать днем. Как бы вам не хотелось днем прилечь, старайтесь не спать днем дольше 20 минут. Иначе вы тоже сбиваете этим самым свои циркадные ритмы. Еще одна важная проблема современности – это постоянные нервотрепки, нервное напряжение и вечные стрессы. Как я говорил в книге, которая называется «Причина твоей болезни», постоянные стрессы и нервное напряжение приводят порой и к хронической усталости, и к упадку сил, ну и, естественно, к нарушению сна.
Впрочем, есть очень простой способ хотя бы частично сбрасывать последствия стрессов. Это движение, нормализация режима сна и питание с минимумом сладкого и минимумом сахара и углеводов. То есть то, о чем мы говорили в предыдущей части программы. Но вообще о методах борьбы со стрессом у нас на канале есть несколько видео. Там все достаточно подробно. При желании вы можете эти программы посмотреть, и ссылки на них будут даны под нашим сегодняшним роликом. Про лекарства. Нужны ли при постоянной усталости или постоянной сонливости какие-то лекарственные препараты или лекарственные растения? Кое-что можно использовать. Про витамины мы уже говорили. Помимо витаминов можно попить чай из такого лекарственного растения, которое называется ортосифон тычиночный. Напиток из ортосифона может быть очень полезен в том случае, если ваша хроническая усталость вызвана проблемами с почками или проблемами с печенью. Можно пропить чагу. В одной из наших программ я говорил о том, что при приеме чаги часто восстанавливается сила. Некоторым людям помогает прием янтарной кислоты. Мы о ней тоже говорили в наших программах. Но, как там и было сказано, к сожалению, прием янтарной кислоты подходит далеко не всем. Очень часто в интернете можно прочитать, что при хронической усталости полезно использовать адаптогены. Скажем, настойку корня женьшеня, экстракт радиола розовый, лимонник китайский. Действительно, эти лекарственные растения порой можно использовать, но нужно понимать, что опять же они подходят не всем. И часто они дают такой неприятный эффект, они вызывают некоторую раздражительность. То есть эти лекарственные растения не подходят тем людям, у которых неустойчивая нервная система. Ну и кроме того, там еще есть масса других противопоказаний. Сейчас я хочу сделать некое резюме. Что бы сделал я сам, если бы у меня был синдром хронической усталости, если бы у меня постоянно не было сил, или если бы у меня была вечная дневная сонливость. С чего бы я начал? Как я уже сказал, сначала бы я сдал анализы. Возможно, попил бы витамины группы В, может быть даже витамин D, но мужчинам он нужен, скажем так, реже, чем женщинам. Далее я сначала 3 недели пропил бы ортосифон, после чего начал бы принимать чагу. И, возможно, я бы это делал на протяжении 1, 2 или даже 3 месяцев. На протяжении всего этого времени я бы проводил обливание прохладной, но не слишком холодной водой. Конечно, по возможности я бы постарался побольше гулять и обязательно делал бы упражнения. С каких бы я начал? Я бы делал не дыхательную гимнастику для легких, которые есть у нас на канале. Я бы делал 5 упражнений от панкреатита и холецистита, чтобы улучшить состояние внутренних органов. И делал бы 4 упражнения от простатита, чтобы повысить энергию. Ну, в случае женщин это наша гимнастика от женских болезней. Конечно, я пересмотрел бы свое питание и изменил бы режим сна, потому что у меня он тоже нарушен. Ну и если бы я принимал какие-то препараты на постоянной основе, то, конечно, мне бы пришлось изучать инструкции этих лекарств. Но поскольку я никаких лекарств постоянно не принимаю, то эта проблема у меня лично отпадает. В целом, если применить вот такое лечение и провести такое изменение образа жизни, то в 90% случаев можно избавиться как и от хронической усталости, от упадка сил, так и от постоянной сонливости. Но если вы попадаете в те 10%, которым это не помогло, а на самом деле это даже менее 10%, вот тогда нужно более серьезное обследование организма. Нужно обязательно проверить сердце, возможно проверить у онколога и провериться на скрытые инфекции. И тут в процесс съемок, как это часто бывает, вмешивается съемочная группа. Ребята спрашивают, а что это за скрытые инфекции? На самом деле очень разные инфекции могут давать состояние вот этой постоянной усталости. Это может быть и герпес, и какие-то еще внутренние инфекции. Это может быть даже проблемы с полостью рта, то есть какие-то инфекции в полости рта. Вот, к сожалению, здесь уже придется проходить более такое масштабное обследование. Но все-таки, прежде чем проводить вот эти все серьезные исследования или серьезное обследование, сначала нужно постараться комплексно выполнить те методы, о которых мы говорили в нашем ролике. Потому что я хочу еще раз повторить, что большинству людей, подавляющему большинству людей это поможет. Но именно комплексно, дорогие друзья. И это на сегодня все. Обязательно обратите внимание на полезные ссылки под роликом. Там очень много важной и интересной информации по сегодняшней теме. Там же будут ссылки на другие наши соцсети, где мы размещаем интересные статьи.
и ссылки на магазины, в которых можно купить наши книги, как в бумажном виде, так и в электронном. Чтобы эти ссылки найти, переходите в комментарии под роликом, и там вверху наш закрепленный комментарий с полезными ссылками. Да, и как всегда мы просим, если вы пользуетесь нашими методами, пожалуйста, напишите в комментариях, каких результатов вам удалось добиться. Это будет важно и для нас, и для многих других наших зрителей. А мы желаем вам всего доброго, будьте здоровы и подписывайтесь на наш канал.